Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и мы, как всегда, здесь разговариваем, как улучшить наши Android-телефоны, в данном случае Xiaomi. Как мы знаем, на телефонах Xiaomi есть различные версии прошивок. Некоторые версии имеют Google Discover, то есть ленту от Google, как здесь, на моем Redmi Note 10 Pro. И если на данном телефоне зайти в настройки рабочего стола, у меня здесь невозможно включать ленту от виджетов, только рекомендации Google, это и есть Google Discover. Если я его отключаю, то вот таким свайпом ничего не вызывается. Соответственно, если я включаю Google ленту, то через данный свайп она вызывается. А вот на других категориях прошивок, как, например, на моем Redmi Note 13 Pro Plus, если зайти в те же самые настройки рабочего стола, здесь более расширенный функционал, есть -1 экран. Я могу включать рекомендации от Google, как на том телефоне, я только что это показывал. Также отдельно ленту виджетов, либо вообще это выключать. Так вот, друзья, у кого в этом меню есть лента виджетов, мы просто ее выбираем. Тем же жестом вызываем ленту виджетов, добавляем сюда любой виджет, потом на нем можно удержать, сдвинуть его и перенести на рабочий стол. И если брать мой Redmi Note 10 Pro, как я показывал ранее, таких настроек здесь нет, только лента от Google. И вот на таких телефонах есть отдельная лента виджетов, она вызывается вот так. Данными виджетами, которые представлены здесь, можно пользоваться только внутри этого приложения. Переносить их каким-то образом на рабочий стол не предоставляется возможным. Таким пользователям всегда было не очень приятно, так как эти виджеты нельзя было перетаскивать на рабочий стол, как это можно сделать вот на таких версиях. Но теперь все стало меняться, и что если я вам скажу, что это можно сделать? Смотрите, как я вам показывал в начале, это мой Redmi Note 10 Pro, у него есть только лента от Google. Если я сделаю щипок, у меня здесь написано виджеты, я на них нажимаю и попадаю в стандартные Android виджеты. Здесь я только что проделал пару легких манипуляций. Теперь смотрите, делаю щипок, захожу в виджеты, и вуаля, у меня уже открывается лента виджетов. Я выбираю отсюда абсолютно любой виджет, удерживаю на нем, помещаю на рабочий стол, он прекрасно работает. Также на этом телефоне, если сделать свайп вниз, то у меня остается поиск. Все это прекрасно работает. При этом в настройках ничего не меняется. У меня также остается лента от Google. А если я зайду в настройки, то и здесь все так же без изменений. Просто теперь при нажатии на кнопку виджеты появляется лента виджетов, которая позволяет добавлять виджеты на наш рабочий стол. Здесь все просто. Итак, друзья, если у вас такая же версия прошивки, как и у меня, и вот таким свайпом у вас вызывается только Google лента, то вам нужно сделать следующие манипуляции. Как всегда, в своем телеграм-канале я выложу вот такие файлы с обновлениями, вам их нужно будет скачать. Но не торопитесь выключать видео, сейчас все покажу и дополню. Ссылка на мой телеграм на скачивание этих файлов будет в описании под этим роликом. Не забудьте также подписаться на мой канал. Первым делом устанавливаем вот этот файл, системная оболочка. Далее ленту виджетов. И также за компанию рекомендую обновить приложение темы. Все это новые глобальные версии. Друзья, если вдруг у вас какие-то обновления не устанавливаются, то можно попробовать зайти в настройки, приложения, все приложения, 3 точки, показать системные приложения. Если, к примеру, не устанавливается лента виджетов, то в поиске пишем лента виджетов, заходим в нее и нажимаем удалить обновление. Соответственно, если не устанавливается системная оболочка, то находим ее и нажимаем удалить обновление. Но здесь внимание, если вы будете удалять обновление оболочки, то сперва зайдите в настройки о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство, ждем загрузки, снимаем эти галочки, заходим в другие системные данные, в самом низу находим системная оболочка, ставим галочку только на ней и нажимаем создать резервную копию. Просто если вы удалите обновление системной оболочки, то все ваши ярлыки разлетятся по разным рабочим столам. Ничего страшного, но неприятно. И если что, потом снова заходим в резервирование и восстановление, мобильное устройство, сверху восстановление, системная оболочка, нажимаем восстановить, и весь ваш рабочий стол восстановится. В общем, друзья, вы обновили вот эти файлы, далее на рабочем столе просто удерживаем, нажимаем виджеты, и отсюда мы сможем добавлять любой виджет на наш рабочий стол. Чтобы попасть в основные Android виджеты, которые у нас были до этого, находим такое меню, нажимаем все, в самом низу виджеты Android. Вот они.
Также, пожалуйста, не забывайте, что эти обновления рабочего стола дают следующие функции. Жест вверх по рабочему столу и жест вниз по рабочему столу. Здесь я ставлю «нет действий», а жест вниз ставлю «поиск». Теперь в середине рабочего стола делаю вот такой свайп, и у меня появляется данное меню. И если вы активировали данный поиск, но у вас не появляются вот такие папки, то зайдите в расширенные настройки, регион и поменяйте регион на Индонезию. После чего большие папки в поиске должны появиться. Кстати, когда они появятся, регион можно сменить обратно на свой. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.